Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Юлия Баталова. И сегодня мы с Азалькой пойдем на море. поедем в Ташуджу. Собираемся на автобусе, также на 170-м. Поедем до Ташуджу сразу напрямую. Проезд 25 лир, друзья. До Ташуджу на большом автобусе. Еду я в автобусе и вот заметила, что мы уже въехали в Ташуджу. Народу вообще нету, свободно, 25 лир проезд, вообще супер. Вообще Ташуджу тоже мы рассматриваем как для проживания. В принципе, можно недалеко от моря где-то снять квартиру. В общем, об этом я вам чуть попозже расскажу, когда будет менее шумно. В принципе, вот это все уже Ташуджу. Здесь очень много магазинов, очень много продуктовых, магазинов одежды. Смотрите, друзья, это вот дорога, получается, прямая, которая ведет дальше в... Ой, что это? Что это? Кошки, что ли, тут? Которая ведет дальше вот в Анталию, в Аланию, короче. Сейчас перейдем на ту сторону. Здесь тоже очень много русскоговорящих. Вот только что прошли. Но смотрите, здесь, конечно, дома какие по этой улице. Такие старенькие. Я хочу пройти прям до конца этой улицы. Я не знала просто, есть ли там остановка и в каком месте выходить. Вышла раньше. Как раз мы с Азалькой немножко прогуляемся. Ее немножко укачало. Да, Казым? Ее вечно укачивает в автобусе. Смотрите, тут туры продают, похоже. Офис такой. Туризм написано. Да, пошли дальше. Написано внутренние туры, зарубежные туры, бронирование гостиниц. Да, солнце. Если увидим, потрогаешь черепашку, хорошо? Вот, в общем, сейчас по этой улице пойдем дальше. В принципе, смотрите, вот есть такие дорожки вниз, спуститься и сразу туда, где корабли стоят. А я хочу все-таки вот так пройтись, чтобы вам показать. Там тоже очень красивые места. Мы там спустимся и прям с начала берега Ташуджу я хочу пройтись, прогуляться. Пока как раз я вышла утром рано, чтобы все это вам показать. Ну и чтобы не сильно жарко было. Вот здесь тоже очень много таких отелей всяких написано. То есть люди здесь ночуют, кто-то на работу, может, приезжает, кто-то так отдохнуть. Здесь очень много продают всяких вещей, ну, для туристов, короче, там даже вот чемоданы продают. Кстати, в А101 чемоданы недорогие, я смотрела. Вот. Ну что, это, как я понимаю, это главная улица Ташуджу, да? А в принципе там есть еще как бы райончики чуть дальше моря, вдоль моря. Более-менее как бы, да, можно какой-нибудь дом найти. Недорогой, можно, наверное, квартиру снять недорого. Вот опять улица, по которой можно спуститься прямо к морю. Ну, давайте пройдемтесь дальше. Вообще, почему мы об этом задумались? Ну, вообще, как бы хочется, да, возле моря жить. Я как бы уже вам говорила. Конечно, мы там у себя можем доехать и до Кыскалеси, и до вот Ташуджу, и в другие районы можно, в принципе, доехать. Но хочется прям вот, чтобы прогуливаться можно было даже
перед сном, то есть вот так вот. Но есть большое но сейчас, и оно очень-очень такое важное, да? Очень сильно подорожали квартиры у моря, очень сильно. Прям вот очень. Говорят, что аж 30 тысяч просят, 30 тысяч лир. Это же, ну, это очень много. Это даже, мне кажется, сейчас в Алании не столько. Это очень дорого. Ну, если хорошая квартира, да, большая, не маленькая. Просто даже сейчас вот многие переезжают в район Ешилаваджик. Там предлагают квартиры, получается, бесплатно тем, кто работает, да, на Кую. И там они, получается, живут. Но там ничего практически нет. Ни школ, ни садиков. Это нужно ехать до садика, до школы. То есть с детьми это, конечно, тяжело. И туда в основном переезжают без детей, которые... Поэтому как бы приходится искать варианты. Вот. Здесь, кстати, кафешка. Мы были в прошлый раз. Очень вкусно готовят. Говорили, что есть раки. Очень вкусно. Ну, то есть раки, настоящие раки. Не раки, водка, а эти раки, короче, готовят. И там же суши. И вот мы ездили, то есть мы ходили. У меня есть на канале. Действительно, суши были очень вкусные. Сейчас вот здесь вот должен быть спуск. Да, все верно. И смотрите, какой вид. Я специально сюда пришла. Все это вам показать. Вот, суши. Суши, что написано? Сушинами. И вот здесь вот люди даже уже, я вижу, вот с маской купаются даже. Красиво, Казам? Тебе хоть видно, что? Я хочу суши покушать, я очень люблю суши. Ты козюлька, пошли. Вот такая вот улица идет с главной дороги, ответвление такое. И здесь вот очень много всяких кафешек. Здесь вдоль берега тоже кафешка. Можно будет спуститься вместе с вами сейчас немножко. Показать вам пейзажи красивые. Да, здесь очень красиво, конечно. И вот здесь вот, похоже, тоже отель. Прям у моря. Такой классненький. Здесь можно даже погулять. А зачем это? Не знаю. От сглаза. Васьки какие-то, зачем? Очень красиво, конечно. Море обожаю. Очень красиво белые глазки, да? Какая красота. Стой, ладно, я немножко поснимаю. Вон. А как мы будем купаться, если здесь радости? Не побоялись, зашли в воду. А там прям камушки. И с маской плавают. Вон там еще один человек плавает с маской. Короче, красота. Азалька хочет здесь искупаться. Говорит, здесь можно купаться. Я, говорит, хочу искупаться. Ну, в принципе, здесь вода чистенькая вроде. Я еще в прошлый раз, когда здесь гуляла, заметила, что здесь чистенько. Что? И покупаемся уже, пожалуйста. Здесь просто нет переодевалки. В принципе, можно искупаться. Смотрите, какая водичка. Обалдеть, такая красивая. А как будем купаться? Очень странно, что здесь никого особо нет, ну, кроме вот этой парочки. Я не знаю, можно ли тут купаться, скорее всего, можно. Короче, друзья, мы решили здесь искупаться. Азалька меня уговорила. Вот, водичка, короче, здесь прямо у берега такая тепленькая. Туда чуть дальше проходишь, холодненькая, прохладненькая. И мы начали купаться. Тут тоже вот очень много людей подошло. Купаются.
В общем, оказывается, здесь можно купаться, просто очень рано, поэтому, видать, народу нету. Ну, водичка тут хорошая, теплая, поэтому здесь, конечно, классно. Единственный минус здесь, что камни под ногами, вот, а так вода чистенькая. Мы так удобно разместились у русалки. Вот здесь вот оставили вещи свои. Вот, и прям удобно так. Ну что, друзья, мы уходим с этого прекрасного места. Накупались. Сейчас мы еще будем купаться в другом месте. Просто сейчас решили прогуляться. Здесь камушки, поэтому поиграть Азальке не получилось. Мы сейчас пойдем на то место, где будет песочек, и Азалька поиграет. Вот, а пока давайте покажу это место прекрасное. Смотрите. Народу, в принципе, здесь с утра было немного, но уже пришли. Вот такая вот здесь площадь интересная. Здесь можно сидеть. Ребята сидят в синих футболках. Часто я вижу ребят в синих футболках. Вот такая вот, друзья, площадь. И, друзья, мы идем на площадку. Вот здесь так я и не поняла, что это такое. Почему-то здесь под колючей проволокой все. Смотрите. Здесь вот будет площадка сейчас. И тут корабли стоят. Иди, солнце. Здесь детская площадка. Такое классное место для прогулки с детьми. Здесь вот лодки стоят. Короче, чем-то мне это место напоминает Аланию. И здесь прямо вот площадка. Можно погулять с ребенком. Что случилось? А? Что тебе не нравится? Ну ты их скажи, дай пройти и иди, катайся. Ты не хочешь кататься? Да, я не буду кататься. Ну пошли дальше, там еще много будет площадок. Здесь большие люди, говорят, мороженое кушают. Ну тогда мы дальше пойдем. Здесь и тенька так особо нету, поэтому давайте прогуляемся дальше. Красиво, конечно, здесь очень. В теньке прям сейчас хорошо. Чувствуется даже вечерами, что прохладный ветерок появился. Если раньше было душновато, уже все как бы понятно, что скоро осень. Ну, вот эта вот духота ушла, и это самое классное для нас. Мы решили спуститься вниз. Смотрите, какое большое дерево. Да, птички. Смотрите, какое огромное дерево. Создает здесь тенек такой прям хороший. В общем, друзья, Азалька уже говорит, хочу домой. Вот если сравнивать, мы гуляли с Алмазом и сейчас с Азалькой. Азалька, конечно, прям настоящая девочка. Все. Не хочу больше и все гулять. И домой хочу. Вот так вот она. Из-за солнца ничего не видно. Короче, сейчас пройдем мимо корабликов. Здесь, кстати, еще есть надпись Ташуджу. Вот. А здесь, смотрите, корабли, люди поднимаются. Там кафе. Сидят, кушают. Балык икмек написано. Что я в Алании кушала. Здесь тоже такое есть. Скорее всего, здесь еще экскурсии есть. Короче, мы с Азалькой договорились на мороженое. Она мне говорит, давай тогда мороженое. Я говорю, ну давай. Так, Азаля уже увидела мороженое. Говорит, хочу мороженое. Сейчас мы купим прям у берега. Смотрите, есть разные мороженые. Смотри, есть казам розовое и с белым. Микс. Хочешь микс? Сиях бембе. Короче, друзья, здесь 50 лир стоит мороженое. Там, конечно, дешевле было. Помните, вот Акент ездила, 20 лир было. Здесь 50. Вот что значит туристический район. В любом случае, здесь и цены будут дороже. И вот эти вот моменты все меня как бы останавливают
переезду. То, что здесь как бы еще и отопления нету, понимаете, да, цены здесь дорогие. Вот, вы представляете, вот даже элементарно, мы сейчас снимаем за 17 тысяч лир. Казалось бы, ну это сколько, $500 или сколько, 50 с чем-то тысяч рублей где-то выходит. Это в принципе, да, ежемесячно, это же все равно дорого. Если бы как бы часть этой суммы работодатель не оплачивал, ну, допустим, мы бы ни за что бы там не жили. Если бы он бы сказал бы четко, вот, переезжаете в те дома, где Ешиловаджик, там, допустим, ну, либо надо было, пришлось бы отсюда уезжать, да, с работы уходить, ну, либо переезжать, но с детьми это реально не вариант. Вот, и почему мы задумались, а потому что, друзья, у нас скоро срок аренды истекает, как скоро уж, по сути, истекает он в январе, следующий год. Но мы заранее уже думаем, мы понимаем, что поднимать будут нам цену арендную. И надо все-таки что-то думать, что-то искать, какие-то альтернативы. Но вот недавно мне сказали, что, оказывается, еще и в Атакенте тоже цены поднялись. И там за однушку даже просят 19 тысяч лир. Представляете, это же вообще, не знаю, мне кажется, это абсурд какой-то. И самое интересное, что, ну, почему так делают, почему цены поднимают, говорят, что инфляция в Турции на 65% инфляция, типа, поэтому и на 65% будем поднимать, типа, цены на квартиры. Ну, вот такие вот, короче, разговорчики турки сами ведут. Поэтому, друзья, я вам скажу, это, конечно, ну, не дело такие деньги платить. А там я вижу очень много в синих футболках мальчики. Видать, вот я не знаю, кто знает, что это значит синие футболки. Вот они, их очень много. Вот там вот они стоят, сейчас покажу вам. Не знаю, видно вам, нет, что-то еще кричат. Короче, слышно, наверное. Здесь, интересно, мороженое сколько рублей было. Ну, в общем, здесь мороженое дорого. В Атакенте вот 25, что ли, лир было. Не помню уже. Я вам говорила, озвучивала. В общем, цены здесь... Смотрите, какой мелония. Да. Цены здесь как бы... Что-то кричат. В этом плане дороже. Поэтому вот эти моменты, конечно, останавливают вообще прям сильно, потому что, ну, это же надо как бы каждый день здесь жить, гулять, и дети будут каждый раз просить мороженое. Мы, конечно, дома все это делаем, и мороженое сами готовим. Вот, в принципе, наверное, в магазинах тут сетевых, в Мигросах здесь намного, ну, то же самое, короче, как и в других магазинах. Но мы вот в Мерсин ездили, да, вот в торговый центр, большой торговый центр. И там цены на еду, вот в кафе зайти покушать, намного выгоднее, чем здесь. То есть ты можешь там на 300 лир так хорошо покушать, а здесь хрен там на 300 лир ты покушаешь. Но как бы, ну, да, ну, если вот прям наесться. Вот, так что какие-то тут ребята вот так вот, мальчики, дети в синих футболках. Интересно, с чем это связано? Может быть, какой-то футбольный клуб. Сейчас я поближе посмотрю, рассмотрю и расскажу вам. Написано, короче, ТД Генчлик, Веспор, что-то там, типа Бакан ВВ, что ли, что-то такое, короче. Ну, в общем, молодежное, что-то спортивное, не знаю, организация, может, что-то такое, короче, написано на кружочке, то есть не футбольное. Вот. Ну, спорт, может быть, и футбол тоже. Спорт — это спорт. Вот. Ну, а мы и дальше гулять идем по набережной. В общем, вот так вот гуляем дальше. Там, короче, есть такой кораблик, где можно тоже поиграть. Здесь вот у Азальки спросила, хочешь поиграть? Она говорит, здесь не хочу. Мы идем дальше. Там и пляж, именно вот основной пляж Силивке. Ой, Ташуджу. Я уже запуталась, так как сама в Силивке живу. Вот. И
Короче, там есть кораблик, где ребенок может погулять, поиграть. Мы там же покупаемся, там же мы переоденемся. Ау. Ну ладно, доедай. Вот. И здесь, в принципе, видите, районы как бы есть еще дополнительные, где можно снять квартиру. Но дома видно, что очень такие старые. Чуть дальше, если туда, в ту сторону пройтись, там есть новые дома. И вот если, допустим, проблема с отоплением, да, может быть, ее как-то можно решить, допустим, снять квартиру с теплыми полами, например. Почему бы и нет, как бы, теплые полы, это уже хотя бы для ног хорошо, да? Вот. А почему я об этом забочусь? Я всегда забочусь о здоровье, я всегда избирательно отношусь, если что-то касается семьи, жизни, то есть в этом плане привыкайте, ребят, наверное, кто меня давно смотрит, они уже давно привыкли ко мне, то есть к таким вещам. Я стараюсь всегда как-то через видеоролики свои передать вот эти вот всякие инсайты, которые я узнаю. У меня, кстати, вчера вот я тренинг проходила, такой долгий, 3-4 часа. Вообще у меня вот часто пишут всякие люди, которые залетные, залетают на мой канал, и там пишут всякое там, вот там, зачем снимаете, кто-то пишет там, деньги, не деньги, кто-то пишет там, типа, вы хотите такой канал вести, такой канал вести. Ребят, для меня это, как сказать, мое хобби, мое развлечение, мое... Таким образом я, как сказать, мне это приносит удовольствие. Таким образом я делюсь. Я уже вот год назад, да, почувствовала это чувство, что мне хочется делиться. У меня есть другие каналы. И я решила, почему бы мне не создать свой личный канал. Вот, и мне хочется делиться. И я бы не сказала, что с Ютуба я большие деньги имею, да. У меня есть канал «Простые рецепты», где один ролик у меня залетел, там больше 5 миллионов просмотров, и он у меня генерирует просмотры и как бы приносит мне доход. То есть один раз, если видеоролик залетит, какие-то копейки, но будет приносить. А такие ролики в виде этого канала, вот то, что я закидываю, ну там может быть 15 центов. Ну это что, 15 центов, сколько это, я не знаю, 15 рублей один ролик может быть, да, то есть это ни о чем вообще. Пойдем, дай ручку. И поэтому как бы писать мне всякую чушь вообще не стоит. Я просто мимо прохожу таких комментариев, я вообще даже не отвечаю. Вот. Но сейчас, в последнее время, я решила, что я вообще как бы не буду останавливаться, что-то там людям объяснять. Люди, кто у меня смотрит давно, я очень сильно вас всех люблю, как говорю всегда. Всегда стараюсь с вами делиться чем-то новым. Вот как вчера я проходила очень такой классный тренинг, 3-часовой. Может быть, кто-то смотрел, проводил из Казахстана. Про него говорят Джо Диспенса. Там было больше 5000 человек с СНГ, то есть с разных, ну, то есть они русскоговорящие, с других стран, с разных точек мира смотрели, как бы я тоже там смотрела. Бесплатный тренинг был, и я частенько вот так вот прохожу обучение. Истинный мой учитель — это, конечно, Садгуру. Я его очень люблю. У меня есть канал, посвященный ему, который я веду абсолютно бесплатно. То есть я люблю делиться. И все, что у меня в жизни происходит, я стараюсь передавать. Все, что я, если узнаю, я стараюсь рассказать быстрее. Вот. И на тренинге вчера такое интересное узнала, да, тоже, что женщины, девушки, женский пол должен именно вот, как сказать, кайфовать, жить, заниматься тем делом, которое их как-то вот вдохновляет. То есть если работа приносит удовольствие, значит, женщина на правильном пути. Вот, в отличие, кстати, от мужчины. Азалия, давай на эту сторону, там, видишь, дороги чистят. В отличие от мужчины, у мужчины наоборот. Мужчина должен стрессовать, искать какой-то карьерный рост, постоянно как-то самоутверждаться. То есть на работе постоянно какой-то должен быть
рост, развитие. То есть вот так вот, да, больше социальной жизни. Женщина же должна больше, молодец, играй, больше гулять, общаться, кайфовать от жизни. Если ее работа приносит ей вот это вот, да, то есть это самое главное для женщины. И тем, чем я сейчас занимаюсь, я кайфую от этого дела. И поэтому как бы не нужно задавать какие-то тупые вопросы и что-то там советовать. Кстати, тоже вот интересный момент, такой инсайт. Когда ты советуешь что-то, ты сливаешь свою энергию. Вот, то есть, если ж ты негативишь, то ты тоже сливаешь свою энергию. Если тебе отвечают негативом, то на тебя сливают энергию. То есть вот такой момент, если ты даже вот пишешь комментарии, и эти комментарии позитивные, то это для тебя хорошо. Если ты пишешь негативные комментарии, то это ты сливаешь энергию свою. В общем, как-то так, друзья. Мы пришли, вот, хотя чуть-чуть дальше там вот будем купаться, потому что именно там можно потом переодеться. Для тех, кто особенно стиснув зубы, либо, как сказать, у кого изо рта прям слюни брызжет, когда они смотрят такие ролики и из-за своей зависти пишут всякую ерунду, они очень много сливают своей энергии. Привет! Поиграй, ладно? Пока не мешай мне, хорошо? Вот, хочу сказать, что любой негатив – это слив энергии. Это на самом деле так и есть. Все коучи, все психологи, все духовные какие-то наставники, все об этом говорят, и это уж стопроцентная правда. Хочу куда-то спрятаться. Ку-ку-ку-ку. В тенечек какой-нибудь. Вот так вот хотя бы. Тенька вообще нету. В общем, сейчас мы искупаемся. Пойдем переоденемся. Здесь, кстати, Мигрос. Сейчас вот в Мигросе еще куплю попить, потому что у нас вода закончилась. И пойдем купаться. Вот он, Мигрос. Прям тут рядышком. Здесь вот Ататюрк Эви. Надо, кстати, посетить как-нибудь. Красиво здесь так. Здесь вот отели, одни отели, короче. Вот. А если для жизни, чуть дальше, вон там вот можно. Либо, конечно, есть еще Кумма Халясе, вон там вот. Там прям море, как на Мальдивах. Чистое, классное, красивое, лазурное. Но там еще песочек такой, как в Каскалиси, но он посветлее. И за счет этого такой вот лазурный цвет. Но там очень дорого. И там пляж не оборудованный. Вот. Так что, это повторяю уже не раз. В общем, делюсь с вами, рассказываю обо всем. Я знаю, что, как сказать, чем больше ты делишься, по сути, ценным чем-то, только вот ценным. То есть даже вот все так говорят, коучи, пока ты сам не набрался ценной информации, лучше не делиться, лучше ничего не советовать, потому что из тебя будет только твоя энергия выплескиваться, в виде негатива, там, в виде всяких неправильных каких-то мыслей. А сначала нужно набраться ценностей, потом уже это рассказывать. Я не говорю, что я набралась ценностей, но я очень много изучаю, очень много чего уже узнала, очень много инсайтов в голове. И постепенно, потихоньку я этим делюсь с вами. И, наверное, это, во-первых, приносит мне удовольствие, во-вторых, это мое какое-то предназначение, возможно, да, потому что сейчас век такой интернета, то, что ты можешь все что угодно людям передать. Самое главное – это нести ценную информацию. Вот. И тем самым ты сам, как сказать, развиваешься и сам восполняешься. То есть сам
становишься, как сказать, более сильным, что ли. В общем, вот здесь вот мы сейчас в туалет сходили, да? Да. И спросила, сколько стоит. Туалет, короче, 15 лир стоит. И на обратном пойдем в душевую. Нам душевая нужна. 30 лир, сказал он. Сейчас вот здесь вот остановимся. Здесь поплаваем. Ой. Ну, я так понимаю, шезлонги платные, поэтому мы сейчас здесь разложим полотенца и все. И будем купаться. В принципе, водичка чистенькая. Да, но они платные, Казым. Кстати, здесь вот можно поиграть, если что. Ну, хотя здесь тоже камушки, если честно, не песок. В Каскалесе и Кумахалясе вот хорошо. Там песок. И в Атакенте песок. Там песок. Ну, он очень такой, это не песок даже, это такие, знаете, вот смотрите. Такие как бы непонятно, что тут. Тут и грязь, тут и камушки, короче, вот так вот. Так, ну, смотрите, мы заходим в море. Здесь не такие камни, прям крупные, как там. Водичка, в принципе, здесь тоже голубая, но видите, да? Плавает что? Деревяшка. Сильно глубоко не заходи. В принципе, здесь не настолько сильно глубоко. Вот. Но и не прям пологий вход, поэтому сильно далеко не заходи. Тем более я с телефоном, Азалия. Да, здесь волны такие прям сильные. Поэтому... Давай прыгать. Только туда сильно далеко не заходи. Я буду волны вот так прыгать. Хорошо. Ой, хорошо. И водичка прям освежающая такая. Не теплая, хорошая. А Залька у нас плавать научилась. Покажи, как ты плаваешь. Дай сюда. Иди ко мне. В общем, она сейчас в бассейне, прям весь бассейн может проплавать, да? Да. Короче, классно. Голубое-голубое море. Я надеюсь, телефон передает, насколько голубое. Прям голубющее-голубющее. Да. Ну ладно, мы сейчас немножко поплаваем, пойдем потом в душ, зайдем в Мигрос за водой и где-нибудь, наверное, покушаем. Да? Да. Все. В общем, мы сегодня отдыхаем с Азалькой. Мам. Я хочу покупаться. Короче, идем в Мигрос. Вот эти вот районы рядом с Мигросом, за Мигросом. Там тоже я видела, как будто бы как домики стоят. Ага. Я бы, конечно, тут жила бы. Наверное, очень дорогие цены на аренду. Может, что-то купим? Да, сейчас водички возьмем. Дай. Вот, я тебе даю. Вот такие вот домики. Здесь типа, ну тут двухэтажные домики. За Мигросом я видела такие одноэтажные, как, ну вот, допустим, как коттеджи, как виллы. Вот здесь вот домики есть. Вот в таких домиках интересно, как вообще живется. Здесь вот отель рядом. Ну, прикольно здесь, конечно. Рядом с морем вышел, прогулялся. Не знаю, может быть, поищу здесь по ценам, что да как. А мы сейчас, короче, идем. У нас 12:53 автобус. Нам надо за полчаса перекусить. Азалия говорит, суши хочу. Но, наверное, сейчас мы уже не успеем, потому что потом
автобус в 14:00, а у меня уже зарядка садится. То есть, смотрите, как красиво тут. Да, я бы, конечно, вот здесь где-нибудь жила бы. Денис Апарт написано. Так что мы пошли кушать, друзья. Пиво. Мам, представь, как я буду. Тут даже есть мотель. Решили мы покушать куриный супчик быстренько. Вот. В том же кафешке, где обычно все кушают русские. Мы здесь и с Русланом заходили. Я одна здесь вам показывала меню на русском языке. Еще раз вставлю. Можете ставить на стоп-кадр и посмотреть, приблизить цены. У нас через 25 минут автобус, и поэтому, ну, он, в принципе, здесь вот 10 минут, 5 минут даже ходьбы. Мы сейчас быстренько покушаем. Я знаю, что здесь быстро все делают. В общем, мы с Азалькой мокрые. Сюда решили зайти покушать. Вот. Ну что, заказали мы куриный супчик. Азалия, конечно, суши хотела, но пока мы будем искать, я говорю, вот зарядка садится, нужно, в общем, домой ехать. Потом я уже не смогу посмотреть, во сколько там автобус. Ну и без телефона, без интернета стрёмно, как бы. В общем, друзья, вот такой вот куриный супчик стоит 100 лир. Приятного нам аппетита. Очень захотелось куриный супчик. В общем, вот такие вот у нас сегодня выходные. Всем спасибо, что остаетесь со мной. Буду заканчивать уже этот ролик. Пишите комментарии, проходите на мои другие каналы. Всем счастья, всем любви, всем радости. Всем пока-пока.